Привет, друзья! Несколько лет назад в моей жизни состоялось грандиозное путешествие. В ту пору я с жадностью путешествовала, сейчас уже нет. И профессия позволяла мне летом уезжать на 2 месяца, чем я с удовольствием и пользовалась. И вот в какой-то момент я подумала, что поездки в заморские края– это, конечно, прекрасно, но нужно познавать и свою страну. И на этой почве у меня родилась блестящая идея совершить путешествие на поездах из Москвы до озера Байкал. Но не просто залпом в один присест по Транссибирской магистрали, а с остановками, с исследованием местности. Мою идею поддержал друг-иностранец. Но в силу того, что он, собственно, был иностранцем, всю организацию я взяла на себя. Я долго, тщательно, скрупулезно все планировала. Путешествие было не хухры-мухры, оно предполагалось на 7 недель. Хотелось по максимуму все охватить, и еще очень важно было рассчитать всю логистику. У нас был весьма ограниченный бюджет, не было денег на гостиницы на все это время. И мы решили совмещать перемещение, передвижение и ночлег, то есть спать в ночных поездах. Еще важно было так подгадать города, чтобы между ними было, например, от 500 до 1000 километров, чтобы мы проводили время в поезде в аккурат, чтобы выспаться, не больше и не меньше. Постепенно картинка у меня в голове складывалась. Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург. Целым отдельным делом было выбрать правильные, идеальные билеты. Я проводила часы и часы на сайте РЖД в поисках тех самых оптимальных билетов. Я хотела, чтобы мы выезжали из точки А в 23 часа вечера примерно, а приезжали в точку Б на следующее утро примерно в 9 часов утра, чтобы у нас в распоряжении был целый день. Подгадать города, посмотреть километраж, найти те самые идеальные билеты – целое дело. И вот все было готово. Получилось на каждого 12 ЖД-билетов, в сумме 24, плюс 2 обратных авиабилета из Иркутска в Москву. Я записала все это тщательно на бумажке, выделила отдельно полдня и пошла на вокзал, на кассу покупать те самые 24 ЖД-билета. Почему не сделала это онлайн, не помню. Ощущая спиной очень недобрые взгляды стоявших за мной в очереди людей, я минут 20 провела на кассе, покупая, проверяя эти 24 ЖД-билета. И вот все сделано, дело в шляпе. Было очень волнительно. И в день X мы тронулись с Казанского вокзала. Запах поезда, бесконечные манящие приключения впереди. У нашего первого поезда конечной остановкой была Самара. И так как остановка эта была конечная, и не было риска проспать, пропустить остановку, то мы как-то расслабились, отдались потоку и не особо следили за временем прибытия. Все равно, грубо говоря, весь вагон должен был проснуться в одно время, собраться и выйти все вместе в Самаре. Но на вокзале в Самаре меня немного смутили часы. Мне показалось, что они показывают неправильное время. Примерно-то я помнила, во сколько мы должны были приехать, и что-то у меня не билось. Но нас уже манил город, не терпелось идти гулять, и я как-то не стала обращать на это внимание. Осталось какое-то смутное чувство, но не более. В конце концов, кого удивишь часами, которые показывают неправильное время? Самара нас совершенно захватила. Прекрасная набережная, Жигулевский завод, красивые улицы, дома. Не хотелось уезжать. Но вечером нужно было ехать на вокзал, чтобы следовать в следующий город. Мы передвигались на общественном транспорте, и до вокзала нужно было добираться на перекладных. И вот в тот вечер все было как-то очень медленно. Сначала долго не приходил автобус, потом он как-то очень медленно шел. И в какой-то момент я поняла, что мы чуть ли не опаздываем, что мы в лучшем случае прибежим на вокзал тютелька в тютельку, впритык к поезду. Я заволновалась, началась некая паника. Мы ускорились. Боже мой, бежали. И вот взмыленные прибегаем на вокзал, действительно впритык, минута в минуту, чуть ли не секунда в секунду. Я смотрю на табло, нашего поезда нет. Мы бежим на перрон, тоже нет поезда. Я думаю, блин,
Не успело наше путешествие начаться, а мы уже опоздали. И как мы сейчас будем добираться до Уфы, непонятно, потому что я знаю, что все билеты распроданы. Подхожу к охраннику, спрашиваю, давно наш поезд ушел? Он говорит, да не уходил ваш поезд, он вообще через час. Я ничего не понимаю. С одной стороны, конечно, облегчение, что мы вроде никуда не опоздали. С другой стороны, смотрю на свой билет, смотрю на табло. Там действительно появился наш поезд с отправлением через час. Время не совпадает, разница час. Не бьется. Я думаю, почему так? Разве они могут так произвольно менять время? Что случилось? Ничего не понятно. Пользуясь тем, что у нас еще есть время, иду на кассу спросить. И в ходе разговора с кассиром до меня доходит, что время-то на билетах московское. Московское, не местное. Я была в шоке. Когда я выбирала и покупала те билеты, я нигде не заметила информацию о том, что все время в билетах московское в России. И кассир мне не подсказала. И сама я не догадалась как-то спрашивать о том, о чем я даже не знала. Московское время, даже если едешь на поезде из Читы в Владивосток. У нас не было возможности поменять билеты, они все были распроданы. И так как мы двигались на восток, все глубже и глубже, то время смещалось на час вперед, на час, на 2, на 3. А между Улан-Удэ и Москвой разница 5 часов. И вот, вместо того, чтобы, следуя моему идеальному плану, уезжать в 23 часа из точки А, приезжать в точку Б в 9 утра, мы стали сначала выезжать в полночь, а приезжать в 10, потом выезжать в час ночи и приезжать в 11. И апогеем было, когда мы из Красноярска в Улан-Удэ гордо прибыли в 17 часов дня, а из Улан-Удэ в Иркутск отправились в 4 часа утра. Вспоминаю сейчас это, и смех, и грех. Мы к концу путешествия были уже изрядно уставшие. И перспектива торчать на странных подозрительных вокзалах, полных, как мне казалось, странных подозрительных людей до 2, 3, 4 часов утра казалась все менее и менее привлекательной. Очень хотелось спать. Вокруг нас лежали наши многочисленные вещи, палатки. Было очень неприютно. Но денег особо не было, и роскошь вокзальной гостиницы мы себе позволить не могли. Ну и еще, конечно, мне очень жалко было потраченного времени, усилий, всех этих часов бесконечных, которые я потратила еще в Москве на то, чтобы составить идеальное путешествие, в том числе по времени. Но путешествие состоялось. Оно действительно длилось 7 недель. Мы побывали в Новосибирске, Омске, Тобольске, Барнауле. В природных местах мы останавливались подольше и открыли для себя Башкирию, Горный Алтай, Красноярские столбы, остров Ольхон на Байкале. Было очень здорово. Из того путешествия у меня есть еще пара историй. О них я расскажу в следующих выпусках. Друзья, остается пожелать нам всем оптимизма, не вешать нос в самых неприятных ситуациях и воспитывать в себе дар, уж не знаю как, задавать правильные вопросы, даже когда ничего не предвещает подвоха. Друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!